Несколько лет назад исследователи, изучающие стрессоустойчивость, обратили внимание на один повторяющийся показатель. Люди, которые лучше справлялись с давлением, быстрее восстанавливались после напряженных ситуаций и принимали более точные решения, демонстрировали одну и ту же физиологическую особенность – более высокую вариабельность сердечного ритма. Вариабельность сердечного ритма – это показатель того, насколько гибко сердце реагирует на сигналы нервной системы. Если объяснить проще, это разница между интервалами ударов сердца. Чем она выше, тем быстрее организм может переключаться между напряжением и восстановлением. Этот показатель давно используют в спорте, медицине и даже в военной подготовке. Например, во время отбора в подразделения специального назначения измеряют не только физическую выносливость, но и способность нервной системы быстро возвращаться в устойчивое состояние после нагрузки. Люди с более высокой вариабельностью ритма обычно лучше переносят давление, дольше сохраняют ясность мышления и быстрее адаптируются к изменяющимся условиям. Они не обязательно сильнее физически, но их нервная система реагирует на стресс иначе. Если посмотреть на это с поведенческой стороны, различие становится еще заметнее. Один человек при появлении сложной задачи начинает ускоряться, суетиться, терять концентрацию. Другой в той же ситуации сохраняет ровный ритм действий, не спешит с решениями и продолжает видеть варианты. Разница между этими реакциями часто связана не с опытом и не с характером, а с тем, как работает система регуляции в организме. И здесь мы подходим к ключевому элементу этой системы – блуждающему нерву. Блуждающий нерв – это длинный нервный канал, который соединяет ствол мозга с сердцем, легкими и органами пищеварения. Через него мозг получает постоянную информацию о состоянии тела и в ответ регулирует уровень напряжения в организме. Когда активность этого нерва повышается, дыхание постепенно становится глубже, сердечный ритм выравнивается, мышцы перестают удерживать лишнее напряжение. Организм переходит в состояние, которое можно описать как режим устойчивости. Это не сон и не расслабление в привычном смысле. Человек остается внимательным, но реакция становится менее резкой. Появляется пространство между событием и ответом на него. Именно в этом промежутке начинают происходить важные изменения. Решения принимаются спокойнее, внимание охватывает больше деталей, а действия становятся последовательнее. Поэтому разговор о блуждающем нерве на самом деле не о частотах и не о скрытых каналах. Речь идет о том, как нервная система определяет базовый режим, из которого человек реагирует на события. И если этот режим меняется, меняется и способ взаимодействия с окружающей средой. Когда начали активно изучать связь нервной системы и поведения, внимание исследователей постепенно сместилось к одному интересному наблюдению. Люди могут иметь одинаковые навыки, похожий опыт и даже одинаковые цели, но в напряженных ситуациях реагируют совершенно по-разному. Одни быстро теряют ясность, начинают торопиться или закрываться. Другие, наоборот, сохраняют спокойствие и способны действовать более точно. Со временем стало понятно, что значительная часть этой разницы связана с тем, как работает система регуляции, в центре которой находится блуждающий нерв. Именно поэтому в популярной среде вокруг него появилось много ярких формулировок. Иногда его называют главным нервом организма, иногда нервом спокойствия, нервом Бога. Через этот нерв проходит огромный объем сигналов между мозгом и телом. Большая часть сигналов по этому нервному каналу направлена от тела к мозгу, постоянно передавая информацию о состоянии внутренних систем. Эта информация напрямую влияет на то, как мозг оценивает окружающую среду. Если тело передает сигналы напряжения, мозг быстрее воспринимает происходящее как потенциальную угрозу.
Если сигналы более стабильные, восприятие становится спокойнее и шире. В научной среде эту логику подробно описал нейробиолог Стивен Поргес. Он предложил так называемую поливагальную теорию, которая объясняет, что блуждающий нерв участвует в нескольких различных режимах реакции организма. В упрощенном виде можно выделить два из них. Первый связан с состоянием защиты и перегрузки. В этом режиме организм может либо ускоряться и мобилизоваться, либо, наоборот, уходить в состояние замирания. Второй режим — это состояние устойчивого спокойствия. Человек остается внимательным, но при этом не воспринимает каждое изменение среды как угрозу. Разница между этими состояниями ощущается не только на уровне самочувствия. Она напрямую влияет на поведение. Когда нервная система работает в режиме защиты, решения принимаются быстрее, но часто более узко. Когда же активируется более устойчивый режим, появляется возможность оценивать ситуацию шире, выдерживать паузы и выбирать более точную стратегию действий. Именно из-за этого эффекта разговор о блуждающем нерве постепенно вышел за пределы медицины и попал в психологию, коучинг и даже в обсуждение так называемой манифестации. Однако в основе этих разговоров лежит довольно простая идея. Если нервная система воспринимает ситуацию как безопасную, человек способен реагировать более гибко, а гибкость реакции часто оказывается решающим фактором в сложных ситуациях, будь то переговоры, творчество или принятие решений. И поэтому все больше внимания уделяется практикам, которые помогают временно усилить активность блуждающего нерва и перевести организм в более устойчивый режим. Большинство практик, которые сегодня связывают с блуждающим нервом, на самом деле используют довольно простые механизмы регуляции. Они работают не потому, что в теле включается какой-то особый энергетический канал, а потому что задействуются естественные рефлексы нервной системы. Один из самых надежных путей — дыхание. Когда выдох становится длиннее вдоха, организм получает сигнал о снижении угрозы. Сердечный ритм начинает замедляться, а вариабельность сердечного ритма постепенно увеличивается. Это тот самый показатель, который связан со способностью нервной системы быстро возвращаться в устойчивое состояние после напряжения. Второй элемент — вибрация голоса. Когда человек тихо гудит, напевает или произносит протяжные звуки, активируются мышцы гортани и мягкого неба, которые напрямую связаны с ветвями блуждающего нерва. Именно поэтому многие дыхательные техники включают в себя протяжные выдохи со звуком. Эта вибрация действует как мягкий стимул для нервной системы и усиливает эффект замедленного дыхания. Есть и третий компонент — положение тела. Когда человек слегка наклоняется вперед, расслабляет живот и позволяет дыханию опускаться глубже в диафрагму, давление внутри брюшной полости меняется, это влияет на рецепторы, которые также связаны с вагусом и передают мозгу сигнал о том, что уровень напряжения может быть снижен. Все эти элементы вместе создают одно и то же физиологическое условие. Организм начинает переходить из режима реактивности в более стабильный режим. Это не мгновенное расслабление и не состояние медитации. Скорее, это промежуточная ступень, на которой нервная система перестает воспринимать каждое изменение среды как угрозу. И здесь важно понимать одну вещь. Когда человек находится в сильном внутреннем напряжении, он не может просто переключиться в глубокое состояние присутствия. Нервная система должна пройти через несколько уровней стабилизации. Сначала уменьшается фоновое возбуждение, затем дыхание и сердечный ритм выравниваются. И только после этого появляется возможность для более спокойного и устойчивого внимания. Именно поэтому многие дыхательные и телесные практики работают как подготовительный этап. Они не создают особое состояние сами по себе, но помогают нервной системе выйти из режима постоянной мобилизации.
В наших программах мы начинаем именно с таких базовых механизмов регуляции. Человек начинает замечать, как тело реагирует на напряженные ситуации, как ускоряется дыхание, как внимание сужается, как автоматически включаются привычные реакции. И затем учится возвращать нервную систему в более устойчивое состояние через дыхание, внимание и работу с телесным ощущением. Без этого этапа человек остается на том уровне, где большинство решений принимается автоматически. Можно сказать, что это уровень реактивности, когда поведение определяется неосознанным выбором, а быстрыми защитными реакциями нервной системы. И пока этот режим остается основным фоном, говорить о стабильной осознанности довольно трудно. Внимание постоянно уводится внешними событиями. Реакции возникают быстрее, чем человек успевает их заметить, а внутреннее напряжение становится привычным состоянием. Поэтому телесная регуляция здесь играет роль своего рода перехода. Она не создает особое духовное состояние сама по себе, но позволяет нервной системе выйти из постоянной мобилизации. И только после этого появляется пространство для более устойчивого внимания, того состояния, которое иногда описывают как присутствие. Иногда говорят, что человек не замечает возможности или не использует их. Но если посмотреть на это через призму нервной системы, ситуация выглядит немного иначе. Организм постоянно оценивает происходящее вокруг. Причем делает это быстрее, чем мы успеваем подумать. Нервная система непрерывно отвечает на один и тот же базовый вопрос: безопасна ли ситуация или нет. Причем происходит это в фоновом режиме, и мы далеко не всегда это замечаем, потому что в значительной степени это скрытый механизм регуляции. Если внутренний фон напряженный, даже нейтральные события могут восприниматься как угроза. Разговор становится напряженным, решение откладывается, новые возможности вызывают сомнения. Человек может считать, что он просто осторожный, или что еще не время, но часто это реакция организма, который старается избежать дополнительной нагрузки. Именно поэтому иногда кажется, что какие-то методы не работают. Человек может понимать идею, читать книги, пробовать разные практики, но в моменте реакции все равно возникают автоматически. Это не вопрос убеждений, это вопрос того, из какого состояния работает нервная система. Здесь становится понятной еще одна вещь. Многие духовные или психологические практики описывают состояние присутствия. Иногда его обозначают короткой формулой «я есть». Смысл этой формулы довольно простой. Человек ясно ощущает себя в текущем моменте, не теряется в автоматических реакциях и способен наблюдать происходящее без постоянного внутреннего напряжения. Но само по себе повторение этой формулы еще не создает такого состояния. Если нервная система остается в режиме постоянной реактивности, внимание будет снова и снова ускользать. Мысли начинают перескакивать с одного на другое. Тело удерживает фоновое напряжение, а реакции возникают быстрее, чем человек успевает их заметить. Поэтому состояние присутствия не появляется как концепция. Оно становится возможным только тогда, когда базовый уровень напряжения постепенно снижается и появляется пространство между событием и реакцией. Именно это пространство и позволяет человеку действительно ощущать момент. Не как идею, а как непосредственный опыт. Поэтому практики, связанные с регуляцией дыхания, внимания и телесного состояния, играют здесь вспомогательную, но важную роль. Они помогают нервной системе выйти из постоянной мобилизации и создают условия, в которых устойчивое внимание становится возможным. В наших программах мы как раз начинаем с этого уровня, с базовой регуляции и развития устойчивого внимания. Постепенно человек учится замечать автоматические реакции и возвращаться в более спокойное и ясное состояние прямо в повседневных ситуациях.
И именно из этого состояния уже становится возможным то, что многие называют присутствием. Но важно понимать, что это лишь один из элементов более широкой системы. Человек — это не отдельные части, которые работают сами по себе. Тело, дыхание, нервная система, прошлый опыт, внимание, психика — все это звенья одной цепи. Они постоянно влияют друг на друга. Мы привыкли мыслить проще, как будто есть голова, где происходят мысли, и есть тело, которое просто выполняет команды. Но если смотреть глубже, становится ясно, что такое разделение довольно условно. Нервная система, например, не является отдельным органом в привычном смысле. Это целая сеть, которая пронизывает весь организм и непрерывно связывает мозг, тело и ощущения. Психика устроена еще сложнее. Это не точка в мозге и не отдельная структура, а скорее целый механизм восприятия и реакции на происходящее. Именно поэтому изменения редко происходят в каком-то одном месте. Когда меняется дыхание, постепенно меняется состояние тела. Когда меняется состояние тела, по-другому начинает работать внимание. Когда внимание становится устойчивее, по-другому воспринимаются события. Все эти процессы связаны между собой. И в следующем видео мы разберем еще один элемент этой цепи. То, как психика и нервная система вместе формируют наши реакции на происходящее. Потому что только когда начинаешь видеть всю систему целиком, становится понятно, почему одни изменения оказываются поверхностными, а другие действительно меняют состояние человека. И тогда становится ясно, что речь идет не о поиске очередного метода, а о возвращении к более устойчивому способу быть в этом моменте. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник, она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.